Привет всем любителям выращивания метельчатых гортензий. Сегодня у меня на обзоре и на размножении такой замечательный сорт метельчатой гортензии, как Colorful Cocktail. Он, к сожалению, не такой распространенный, как Bonfire или как Самарская Лидия, но тем не менее по своей декоративности, цветению, красоте и всем прочим свойствам практически не уступает вот этим новинкам, но почему-то не так распространен среди любителей выращивания метельчатых гортензий. Это невысокий сорт, примерно около метра вырастает, обладает всеми теми достоинствами, которые обладают метельчатые гортензии, то есть высокой морозостойкостью и устойчивостью к заболеваниям, вредителям, обильным цветением. По цветению данный сорт очень похож на тот же Bonfire. В начале сезона, в начале цветения он светлые тона в расцветке соцветий преобладают, молочного цвета, потом постепенно розовеют и к концу вегетации доходят соцветия до бордового цвета. То есть не зря он назван Colorful Cocktail, то есть коктейль полноцветный, что ли. Colorful, то есть обильный такой, обильное у него цветение, преобладают множественные расцветки у него. Очень красивый, замечательный сорт. Ну и сейчас я, естественно, черенкую. Недостаток один, достаточно дорогая стоимость саженцев. Это вот единственный недостаток данного сорта. А по всем остальным характеристикам он, конечно, замечательный сорт, ничем не хуже Самарской Лидии или Bonfire. Итак, у меня такой не очень сильный саженец. Это трехлетка. Он обрезан, но, правда, изначально он был такого не очень хорошего качества, сильного. Тем не менее, он дал у меня тут несколько побегов. На черенкование я возьму 4 черенка. Приготовил я емкость объемом 3 литра. Заполнил грунтом. Это нейтральный торф. Конечно, хорошо его пролил водой. И сделал с помощью вот палочки, которую я вам сейчас показываю. Я ее оставил специально для этого. 4 вот таких отверстия до самого дна. Приготовил, конечно же, еще и корневин. Ну и теперь смотрите, основная технология, которой я пользуюсь при размножении метельчатых гортензий, который дает практически стопроцентный выход укоренившихся черенков. Я оставлю для вегетации вот этот центральный побег, а вот эти вот черенки, смотрите, вот так аккуратно их отламываю. Вот такой вот, получается, небольшая даже пяточка образуется. Сейчас я положу, одной рукой снимаю, естественно, не очень удобно, но технологию, я думаю, вы поняли. Вот прям обламываю. Эти череночки длиной около 10-12 сантиметров. И здесь вот еще рядом поменьше, длиной около 3, наверное, около 3 сантиметров. Взял. Вот черенки. Вот здесь еще есть, кстати, на растении еще есть 2 почки. То есть всего здесь будет 3 побега. Надеюсь, что вот с этого побега также пойдут еще, проснутся почки и пойдут побеги. То есть все, это растение остается как маточное, а это сейчас будем черенковать. Итак, смотрите, все очень просто. Берем черенок. Нижнюю пару листьев я удалил. Все остальное остается. Опускаем пяточку в корневин. Немножко вот так. И до самого упора в землю. Вот до первых листиков. Смотрите, вот остается. Примерно половина уходит в землю. Половина остается на поверхности. Этот черенок также пойдет сюда. Можно было еще вот эти листочки тоже удалить, но я обычно оставляю, пускай будут. Они не мешают, они не загнивают, таким образом хорошо все укореняется. Здесь я вообще не буду на этих ничего отрывать, на маленьких, просто сейчас вот в корневин
макнул и вот так вставил и немножко обжал. Небольшие. Мне такими, честно говоря, не очень нравится. Мне нравится более длинными, конечно, черенками укоренять, но ничего, какие есть. Можно было им дать, конечно, время порасти, но решил я их сегодня укоренить вместе с этими. Вот так получается, будут они укореняться. Следующий важный момент, который обеспечивает стопроцентное укоренение, это создание парникового эффекта. Вот бэушная у меня такая уже пластиковая половинка от бутылки 5-литровой. Обратите внимание, здесь сделано отверстие для продувки. Это нужно, это также важно. Лишний конденсат не нужен, чтобы не было загнивания, плесени. В общем, не было никаких грибков. Ставим емкость в тенистое место, ни в коем случае не на солнечный свет. Где-то можно поставить под деревом. В общем, с северной стороны дома. У меня они стоят, часть теплицы, часть на улице, опять же в тенистом месте. И периодически, примерно раз в неделю, я их обязательно поливаю. Полив простой, сейчас покажу. Прямо не снимая вот этого пластикового колпачка, просто вот так по стеночке поливаю. И этого вполне достаточно. На укоренение черенков таким способом уходит примерно 1 месяц. Сигналом к тому, что их пора рассаживать, и то, что они хорошо укоренились, будет являться их активный рост. Это вы заметите и увидите. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.